Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я прикоснусь к теме СВО. А точнее, я буду расписывать российский десант ЧВК. Это маленькие ребята из смолы в 35-м масштабе. И в этом видео я хочу попробовать повторить современный российский камуфляж. Так что поехали! Итак, передо мной две коробки новой молодой фирмы, которая занимается литьем фигурок в 35-м масштабе. И вот она выпустила два таких набора штурмовиков. Они разные. Бойцы спецназа ЧВК. Но я думаю, вы знаете, что за ЧВК имеется в виду. То, что в России, по-моему, из известных только одно было. Собственно, у них на коробке у обоих только две наклейки, по которым очень сложно идентифицировать производителя. И, кстати, это очень частая ошибка начинающих производителей. Они на коробках не пишут ни название фирмы, я не знаю, как правильно назвать это. И также тут нет никаких либо хотя бы веб-сайтов, адресов, куда можно написать или там спросить, или посмотреть весь ассортимент, собственно. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А внутри коробок они очень хорошо упакованы. Небольшая памятка, как работать со смолой. Довольно плотно и хорошо упакованы. И вот они, собственно, бойцы. У бойцов есть небольшие артефакты 3D-печати. Потому что это все-таки фотополимерная печать. И помимо 5 бойцов у меня в наборе идет и пес, что очень забавно и прикольно. Бойцы в разных позах и также с разным вооружением и обмундированием. Здорово, что у них спрятаны лица за такими балаклавами. Намного упростит работу с этими бойцами. То есть лиц у них нет. Вот у этого есть глаза, остальные все в очках. Вот, эту коробочку я уже открывала. И здесь тоже бойцы. И собака. Собака уже не овчарка, а бульдожка какая-то. Видите, здесь есть небольшие остатки поддержек. Они легко убираются при помощи кусачек. И здесь тоже немножко надо будет подшлифовать. Так, вот такой набор. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Из широкого ассортимента фирмы я выбрала бойцов, сидящих на броне. И благо у меня сейчас в работе БТР-90. А также я не смогла себе отказать в удовольствии расписать и песиков. В начале окраски я по традиции загрунтовала фигурки, и предварительно я сделала отверстия и вставила в них зубочистки. И это нужно для того, чтобы удобно было работать с фигурами и по минимуму касаться их руками. А базу я решила нанести с помощью акриловых спиртовых красок от Мачете. Так мне показалось, будет намного быстрее. Окрашивать фигурки я буду в желто-зеленый цвет. Мультикам на вооружении армии России эта тема довольно интересная и в какой-то степени бомбяще хайповая, при этом абсолютно прикладная и жизненная. Мультикам – это рисунок камуфляжа, представленный компанией США Cry Precision еще в 2002 году, и там было 7 расцветок, но нас интересует только одна, универсальная, она же и самая популярная. Ну а теперь время ручных работ, и здесь их довольно много. Начну я с окраски телесного цвета, хотя открытых участков кожи у бойцов практически нет.
Дальше я начну прорисовывать камуфляж, и он с недавних пор поменялся. До этого российские бойцы использовали цифру, и я ее рисовала на мобилизованном бойце, пулеметчике в прошлом году. А сейчас снова вернулась флора, но несколько с другими оттенками цветов. А, кстати, на современных маркетплейсах я нашла довольно много референсов для камуфляжа, и, видимо, сейчас такой товар пользуется повышенным спросом. Также мультикам уже давно активно используют силы специальных операций Российской Федерации, подразделения специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, другие спецназы, включая армейские, выделенные снайперские подразделения, разведчики и много еще кто в частном порядке, а также Росгвардия. А также ЧВК «Вагнер» и другие менее известные ЧВК, коих уже более 30 у нас, если кто не в курсе, а также добровольческие подразделения от разных регионов, организаций и даже корпораций, где одеваются во что есть и во что могут. И я не забуду про собаку-воеваку. И тоже надо будет покрасить элементы униформы. Также я поработаю над мордочкой лица у четвероногого бойца, и мне надо прорисовать ему пасть, глазки и зубки. Активно и не менее давно, как минимум с 2014 года, мультикам использует и противник. Спецназы Украины, всевозможные тамошние добровольческие формирования, наемники, западные ЧВК на той стороне, которые появились еще далеко не с весны 22 года, а регулярно они заезжали на Донбасс все 8 лет до того. Ну а касаемо качества мультикама, конечно же, он хорош и работает прекрасно. Его можно использовать для верха и низа, как и эффективно рвать силуэт, применяя верх или низ в сочетании с элементами в других расцветках. Вторая причина, что в этой популярной расцветке множество классных изделий, которые можно приобрести на гражданском рынке. И хорошо, что они автоматически будут в цвет с остальным, поскольку всевозможные спецназы и ЧВК самые активные покупатели себе всякого в индивидуальном порядке. Так-то и оно и происходит. Собственно, образцы продукции в мультикаме на Озоне и Вайберес послужили мне ориентиром для окраски этих фигур. Ну а те, кто принял решение принять на вооружение мультикаму, вообще редкие реалисты. Они осознали отсутствие своей альтернативы, отсутствие мощностей. Все равно заказывать, если не все, то ткани или краски, или пропитки в Китае, а может быть еще что-то. И возможно, что и пошив происходит частично не у нас. Так что своим решением легализовать мультикам они успокаивают особо реактивных военных начальников, застрявших в мирном времени, и легализуют уже массово закупленные на гражданском рынке элементы военной одежды и снаряжения. То есть из зоопарка по факту получаем законный зоопарк. А теперь поверх зеленых пятен я рисую пятна коричневого цвета. И завершаю камуфляж белыми пятнами.
Мне осталось прорисовать ботинки и остальные элементы униформы. Уделяю особое внимание липучкам, которые бывают на передней стороне бронежилета и также на рюкзаке. Слегка поработаю маслом. Тут я одновременно применяю смывку и фильтр. Тем самым я уберу излишнюю пестроту камуфляжа. И мне осталось нарисовать опознавательные знаки на бойцах. Тут у меня будут красные ленты. И вот такие бойцы у меня получились, и мне, в принципе, очень понравилось работать с этим набором. Довольно все легко и просто. И благодаря тому, что многие бойцы носят маски, процесс окраски оказался в разы проще, чем могло бы быть. А в целом, самым прикольным было, наверное, работать с собаками. Мне очень понравилось их окрашивать. Надеюсь, это видео вам понравилось, и вы вдохновились на свои собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока.